Час 52 минуты ночи. Норвежское море. Черная вода над 3000 метров глубины. На центральном посту дежурит помощник командира. До базы еще несколько суток хода. Экипаж устал, в кают-компании режется в нарды, в штурманской играет в шахматы. Тишина. И в этой тишине резкий вызов по громкоговорящей связи из первого отсека. Доклад, который никто не закончил. Помощник ждет. Эфир мертвый. Он пока не знает, что в первом отсеке прямо сейчас горят люди. Как первая в стране атомная подводная лодка, флагман, гордость страны, та самая, что побывала под Северным полюсом, превратилась в ловушку. И почему все, что произошло с ней дальше, на 47 лет ушло в тишину. Имя этой лодки – К-3 «Ленинский комсомол». Для тех, кто на канале давно, имя, возможно, уже знакомое. Я рассказывал и про К-19, и про К-27. У каждой советской атомной свой шрам, своя катастрофа, своя замолченная страница. Но К-3 — это не одна из, это та самая, первая. Как объяснить так, чтобы было понятно даже тем, кто к флоту никогда отношения не имел? К-3 — это первая советская атомная подводная лодка. И по широко принятой формулировке третья в мире. До нее такие корабли спускали на воду только в Соединенных Штатах. Наутилус 1954 года, потом еще несколько. Все. Больше у атомного подводного флота на планете ничего не было. И тут мы, Северодвинск, завод номер 402, нынешний Севмаш, конец 50-х. История эта длинная, и начинается она не в 60-е, не в 70-е. Начинается она при Сталине. 9 сентября 1952 года Иосиф Виссарионович Сталин подписал постановление Совета министров СССР под номером 4098-1616. Постановление называлось «О проектировании и строительстве объекта номер 627». За этой сухой казенной формулировкой старт целой программы – рождение всего советского атомного подводного флота. До смерти Сталина оставалось меньше полугода. Он эту лодку уже не увидит, но решение принимал лично он. Дальше работа уходит в одно из самых засекреченных конструкторских бюро страны. Тогда оно называлось СКБ-143. Сегодня Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». То самое, которое потом будет проектировать почти все наши атомоходы. Главным конструктором проекта стал Владимир Николаевич Перегудов, имя, которое в советское время широкой публике никто не называл. О нем заговорили уже сильно позже. Проект получил шифр 627. И, что меня в этой истории всегда трогало, у него было поэтическое название – «Кит». Серьезно, на внутренних документах – «Кит». Я не знаю, кто это придумал, но в этом есть что-то очень флотское. Большое подводное млекопитающее, которое уходит в глубину и не возвращается часами. Закладка прошла в Северодвинске 24 сентября 1955 года. Стройка шла 3 года. Это надо подержать в голове. За 3 года советские конструкторы и корабелы построили с нуля то, что никогда раньше в нашей стране не строилось. Не было ни одного готового решения. Корпус – свой, реактор – свой, энергоустановка – своя. Оружие свое. Хотя, вот тут честно скажу, тут источники иногда спорят. Кто-то пишет, что отдельные принципиальные идеи все-таки оглядывались на Наутилус. Кто-то, что нет, абсолютно с нуля. Если разбираетесь, напишите в комментариях, мне самому интересно, где правда. 1 июля 1958 года на лодке поднимают флаг ВМФ. Это ее формальный день рождения. 4 июля впервые в истории Советского Союза подводная лодка дает ход под атомной силовой установкой. Ни дизель, ни аккумуляторы, реактор. Представьте себе момент. 43-й год после революции, 13 лет после победы. Страна, которая в 45-м ходила в развалинах, в 58-м дает ход первой атомной подводной лодке. Это технологический рывок, который сейчас трудно осознать. До Гагарина еще 3 года, до спутника год прошел. Страна летит вперед, и под водой летит тоже. Но настоящей датой, той, что в самом советском флоте считают днем рождения атомного подводного флота, стало 17 декабря 1958 года. Лодка принята в опытную эксплуатацию. С этого дня в составе ВМФ СССР появляется новый род сил – атомные подводные. Эту дату на флоте отмечают до сих пор. Дальше – служба. Лодка ходила 30 лет.
с 58 по 87. За это время 6 боевых служб, 4 дальних похода, около 128 тысяч морских миль за рулем. Знаете, я люблю переводить такие цифры в что-то понятное. 128 тысяч морских миль – это грубо 5,5 экваторов. Одна лодка, 30 лет, 5,5 раз обошла Землю, под водой. И самое важное, проект 627, тот самый «Кит», остался единственным в серии. Был ровно один корабль по этому проекту. Один. Все последующие лодки строили уже по доработанной версии 627А. Это значит, что К-3 не просто первая, она еще и без сестер, уникальная в самом прямом смысле слова. Меня в этой истории больше всего удивляет не то, что ее вообще построили, а то, как с ней потом обращались. Лодку первенца, лодку, на которой проверяли все будущие решения, лодку, ставшую символом советского флота, на полном серьезе, в учебниках, на марках, на парадных снимках с Хрущевым на пирсе. И в ее же первых отсеках одной из сентябрьских ночей 1967 года произошло то, чего на советском атомном флоте до нее не случалось ни разу. Лодка-первенец, лодка-эталон, лодка-гордость. И именно в ее носовых отсеках в ночь на 8 сентября 1967 года произошло то, о чем советский флот будет молчать почти полвека. 47 лет. Я хочу, чтобы это число вы подержали в голове. 47 – это целое поколение. Это значит, что вдовы и дети тех, кто погиб в ту ночь, большинство из них узнали официальное признание уже глубокими стариками, а многие не узнали никогда. Если этот канал вам близок, подпишитесь. Эту историю советский флот замалчивал почти полвека. Без таких, как вы, тех, кто смотрит до конца, такие имена не звучат. Алгоритм их не показывает, газеты тем более. Подпишитесь, чтобы они не уходили в тишину второй раз. А молчание началось не в 67-м. Оно началось гораздо раньше, с самой первой строки биографии этой лодки. С момента, когда ее еще только проектировали. В предыдущем узле я говорил о датах. Закладка 55-го, ход под реактором 58-го, день рождения атомного флота. Это парадная сторона, календарная. Те цифры, которые потом печатали в энциклопедиях и брошюрах. А была другая сторона, и вот про нее в советское время не говорили вообще, ни слова. К-3 проектировали в СКБ-143, это, напомню, нынешний Малахит в Петербурге. Завод-строитель 402 в Северодвинске, сегодня Севмаш. А главным человеком в проектной работе был Владимир Николаевич Перегудов. Я хочу, чтобы вы пару минут о нем подумали, потому что фигура удивительная. Перегудов – кораблестроитель еще с 20-х годов. Прошел всю советскую подводную школу, дизельные лодки, проекты «Щука», «Малютка», боевые походы своих кораблей в Великую Отечественную. И к моменту атомного проекта это уже зрелый, опытный инженер, который понимает, во что ввязывается. Он знал, что атомного подводного судостроения в стране нет. Знал, что есть только теория и десятки расчетов на бумаге. Знал, что человек, на которого взвалили этот проект, фактически делает первый шаг в темноте. И тут момент, который меня цепляет. Перегудов до большинства событий из биографии этой лодки не дожил. Здоровье он подорвал еще на стройке. Многие источники об этом пишут открыто. В мемуарах его коллег эта мысль сквозит у каждого второго. Хотя официальные формулировки из-за переработки на проекте в открытых документах вы не найдете. Это уже сама собой сложившаяся версия. Но косвенно ее подтверждает почти каждый, кто рядом с ним работал. Теперь к самой лодке. Когда говорят «первая атомная», нужно понимать, что значит «первая». В мире до нее были американцы – Наутилус, Сивулф, серия Скейт. У них уже был опыт первых лет, со всеми ошибками. У нас этого опыта не было ни секунды. Что значит проектировать с нуля? Это значит, что у инженеров не было готового ответа на вопрос, какой формы должен быть корпус подводной лодки, рассчитанный не на 30 часов под водой, как дизельные, а на недели и месяцы. Не было ответа на вопрос, как защитить экипаж от собственного реактора так, чтобы при этом лодка осталась лодкой, а не плавучим саркофагом. Не было ответа, какие материалы внутри отсеков, какие лакокрасочные покрытия, какая вентиляция, из чего делать гидравлику, чтобы она не воспламенялась. Хотя вот к этому вопросу мы еще вернемся. Это, как теперь понятно, был ключевой узел. И с реактором отдельная история. На К-3 стояла водоводяная атомная установка. Реактор, в котором теплоноситель, то есть жидкость, отводящая жар от активной зоны, это обычная вода под высоким давлением.
Принципиально та же схема, что у американцев, но воплощение свое, и оно было очень сырым. По воспоминаниям тех, кто служил на лодке в первые годы, фон в реакторном отсеке временами держался выше нормы, иногда заметно выше. Здесь без надрыва, просто факт. Дозиметры писали то, что писали. Экипаж работал в этих условиях, потому что лодка была опытной. На ней проверяли все, и эти временами выше нормы считались допустимыми издержками первого образца. И вот тут самое неудобное. В сентябре 1962 года, то есть лодке к тому моменту было 4 года в строю, на реакторе обнаружили разгерметизацию тепловыделяющих элементов. ТВЭЛ – это упрощенно металлическая трубка, внутри которой ядерное топливо. Их в реакторе сотни. Если оболочка хотя бы одного ТВЭЛ теряет герметичность, продукты деления, а это, мягко говоря, небезопасные вещества, начинают выходить в теплоноситель, то есть в ту самую воду первого контура. На К-3 такая разгерметизация была обнаружена, по разным источникам, на нескольких элементах. Лодку поставили на ремонт. Экипаж переобучения, по официальной версии, не получил. Но какие именно дозы получили те, кто работал в реакторном отсеке в эти месяцы, это уже отдельный вопрос. И часть документов по нему остается недоступной. Я не буду фантазировать. Скажу честно, расхождения в источниках по этому пункту большие, и если копать глубже, там много нюансов. Меня в этой истории зацепило не само то, что были аварии. Аварии есть везде. Меня зацепило то, что эти люди, и конструкторы, и экипаж, на каком-то уровне понимали, во что ввязались. Они шли в неизвестность. И они шли в нее, понимая, что в случае чего государство не остановится их защищать. Скорее наоборот, постарается, чтобы об этом никто не узнал. Это и есть цена быть первым. Не в брошюрах, не в фильмах к Дню ВМФ, а в том, что первые экипажи советских атомоходов жили сознанием. Мы – расходный материал. Если что, нас спишут. В источниках попадается одна фраза, которую любят цитировать. Ее приписывают разным офицерам того поколения. Звучит она примерно так. Лодка не предусматривает возвращение экипажа в полном составе. С разной интонацией ее повторяли и про К-3, и про К-19, и про К-27. Видимо, в офицерской среде она ходила. Кто первый ее произнес, никто не докажет. Но факт, что она ходила, уже о многом говорит. К 1967 году, к моменту того самого похода, лодка уже была не молодой, 9 лет в строю. Уже была разгерметизация, уже были другие нюансы, о которых я расскажу позже. И на ней по-прежнему ходил экипаж, и от него по-прежнему ждали выполнения боевых задач на полную. И вот тут возникает следующий вопрос, к которому я хочу подойти. А что именно было между сентябрем 1962 и сентябрем 1967? Между разгерметизацией реактора и пожаром в торпедном отсеке? Между двумя авариями, которые в открытых документах СССР почти не упоминались? Потому что между этими двумя точками было еще кое-что. И в этом промежутке К-3 успела стать той самой легендарной лодкой, имя которой к началу 70-х знала вся страна. Слава пришла к ней в 1962-м. И пришла она так, как в советское время умели. Большая, парадная, с орденами и личным присутствием Никиты Сергеевича Хрущева на пирсе. Через 5 лет после «Спутника», через год после Гагарина, страна ждала еще одного «Наша взяла». И этим «Наша взяла» стала К-3. История эта простая, но я хочу рассказать ее не цифрами, а людьми. Потому что если просто перечислять даты, мили, координаты, это останется красивой строкой в Википедии. А там были живые офицеры, и от их выдержки в той экспедиции зависело очень многое. Руководителем похода был контр-адмирал Александр Иванович Петелин. Опытный подводник, прошел всю войну, командовал соединениями еще на дизельных. Человек, которому в 1962-м уже под 50, и которого государство выбрало возглавить экспедицию, потому что он совмещал две редкие вещи – понимание новой техники и умение принимать решения в условиях, когда учебник кончился. Командиром самой К-3 к этому походу стал капитан второго ранга Лев Михайлович Жильцов. Жильцов – фигура отдельная. Он принял лодку перед самым походом, готовился к ней долго, отбирал экипаж лично. Из его воспоминаний потом будет видно, насколько он понимал риск. Под кромкой льда нет возможности всплыть. Если что-то пойдет не так – реактор, гидравлика, что угодно – у вас нет права на ошибку.
Командиром БЧ-5, то есть электромеханической боевой части, той самой, которая отвечает за реактор и за всю двигательную установку, был инженер-капитан второго ранга Рюрик Александрович Тимофеев. Имя редкое, я заметил, такие имена в советское время давали нечасто. Тимофеев тоже из той категории людей, кто на лодке отвечал за все, что движется и не разваливается. Поход начался 11 июля 1962 года. К-3 вышла из базы и ушла под лед. Не вокруг льдов, а под них, прямо в Центральную Арктику. Под кромкой льда лодка прошла 1294 мили за 178 часов хода. Это 7,5 суток в условиях, когда над тобой не вода, а лед, толщина которого местами больше 3 метров. Если что, не пробьешься. И вот 17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут и 10 секунд по корабельному времени штурман доложил: координаты — географический полюс, 90 градусов северной широты. К-3 прошла точку северного полюса Земли. Через несколько часов она прошла ее еще раз, дважды пересекла географическую точку. Это, кстати, важная деталь, потому что в верхнем командовании просили подтверждения. Ребята, точно прошли? Прошли. Дважды. Поднялись чуть южнее, в полынью, то есть в окно открытой воды между льдами. Всплыли, водрузили государственный флаг СССР, экипаж вышел на лед, сделали фотографии, провели короткий митинг. Если вы видели советские снимки экипажа на льду у борта всплывшей атомной, это они, 62 год. 21 июля К-3 вернулась в Йоканьгу, Гремиху, база на Кольском полуострове. И вот тут кульминация всей этой истории, ради которой я и хочу, чтобы вы ее услышали полностью. На пирсе их встречал лично Никита Сергеевич Хрущев. С ним министр обороны Родион Яковлевич Малиновский. Маршал, дважды герой. Это вообще из ряда вон. Чтобы первый секретарь ЦК лично в этой полузакрытой базе на Кольском, на пирсе, встречал экипаж, такое было даже не для всех космонавтов. И прямо там, на пирсе, Хрущев вручил 3 золотые звезды Героя Советского Союза – Петелину, Жильцову, Тимофееву. Втроем – руководитель похода, командир и главный механик. Весь экипаж, все офицеры, мичманы, матросы получили ордена и медали. Не 1-2 за поход, поголовно. Это уровень признания, которого до них на советском флоте практически никто не получал за один поход. Об этом писали все газеты. Кадры были в кинохрониках. К-3 тогда была не просто лодкой, она была символом. Тем самым мы догнали. После Гагарина и до Гагарина было еще это. Потому что Гагарин вверх, в космос, а К-3 вниз, под полярные льды. И в обоих направлениях страна показала, что может то, что до этого делали только американцы. И вот тут вторая половина этой главы. Та, которая делает ее для меня горькой. Возможно, кто-то из вас помнит газетные полосы тех лет. Черно-белые фотографии экипажа на льду. Заголовки про триумф советских моряков. Этих заголовков сегодня в открытых архивах лежит много, но в этих газетах вам никогда не написали бы то, что я скажу сейчас. Меньше чем через 2 месяца после возвращения с полюса, в сентябре того же 1962 года, на реакторе К-3 обнаружили ту самую разгерметизацию тепловыделяющих элементов. Я о ней говорил в прошлой главе. Героическая лодка, экипаж с золотыми звездами, флаг на льду и одновременно авария на реакторе, о которой не сообщит ни одна газета. Триумф и проблемы существовали параллельно. Над водой парадные снимки, под водой фон выше нормы, разгерметизация, ремонт, тихие списания дозиметрических данных. Это не цинизм с моей стороны. Это просто та реальность, в которой жили те самые офицеры с орденами. Они получили звезды на пирсе и через 2 месяца отправились с лодкой на ремонт, который в открытых документах почти не зафиксирован. И вот тут возникает вопрос, тот самый, к которому я веду эту главу. Если такая лодка с такой историей, с таким экипажем, с таким признанием в 1962-м уже имела серьезные технические проблемы, то что произошло с ней за следующие 5 лет? Что происходило с ее гидравликой, с ее электрикой, с ее предупреждениями между триумфом 17 июля 1962 и катастрофой 8 сентября 1967? Об этом походе на полюс к концу 1962 писали все газеты Союза. От «Правды» до районных боевых листков. О том, о чем я расскажу дальше, не написала ни одна. Подпишитесь, если хотите все-таки узнать.
Без таких, как вы, эти истории не дойдут до тех, кто помнит газеты тех лет и кто заслуживает знать вторую половину. Эти 5 лет в открытых советских источниках почти не существуют. Если копать газеты с 62 по 67, К3 в них практически не упоминается. Полюс был, парадные снимки были, ордена были, а потом тишина. И эта тишина в данном случае не означает «лодка стояла у причала». Тишина означает другое — лодка работала. Просто о ее работе и о ее проблемах писать было нельзя. Я попробую пройти по этим 5 годам, по тем точкам, которые удалось восстановить по позднейшим источникам. Картина получается не такая, какую печатали в кинохрониках. Первая точка — та самая, о которой я уже говорил. Сентябрь 62-го. На реакторе обнаружили разгерметизацию тепловыделяющих элементов. Простыми словами, пошла радиация в первый контур. Лодку поставили в ремонт. Дозиметрические данные по экипажу до конца не открыты до сих пор. Это даже не 2 месяца после возвращения с полюса. Это ровно тот период, когда вся страна еще разглядывала газетные снимки лодки на льду. На льду снимки. В Северодвинске ремонт. Дальше идет следующая точка. И она для меня одна из самых горько-ироничных. 11 апреля 1963 года в Северодвинске, настоящей в ремонте лодки К-33, проводили работы по демонтажу обшивки рубки и ракетных шахт. К-33 — это, для понимания, ракетоносец, атомная подводная лодка с баллистическими ракетами на борту. И вот на ней, в ремонте, при работах с обшивкой, что-то пошло не так. Возник пожар. Серьезный. И тут вот эта деталь, которую я долго не мог найти, а когда нашел, она меня просто пришпилила. Огонь на К-33 тушили в том числе подачей воды с соседней лодки, стоявшей рядом в ремонте, с К-3. То есть наша героиня через 10 месяцев после полюса своими шлангами заливала пожар на другом атомоходе, на ракетоносце. Понимаете, что произошло? К-3, та самая К-3, в 63-м спасла соседа от огня. 4,5 года спустя огонь придет к ней самой, и спасать ее будет некому. Это совпадение, но совпадение, которое в этой истории звучит, мне кажется, очень тяжело. Между сентябрем 62-го и 67-м лодка регулярно находилась в ремонтах. Часть из них была плановая, часть нет. На нее ставили новое оборудование. В частности, в этот период К-3 получила новый навигационный комплекс «Сигма». Это грубо набор приборов для счисления курса и определения места под водой. Важная для атомохода штука, особенно для лодки, которая ходит подо льдом или на большой глубине. Поставили и новые системы управления. И, что для нашей истории особенно важно, новые системы управления аварийными средствами. Я хочу, чтобы вы зафиксировали эту фразу. Аварийные средства. На лодке, на которой за 5 лет до этого случилась авария реактора. Эти системы меняли, обновляли. То есть на верхнем уровне командования прекрасно понимали, лодка опытная, в любой момент может что-то пойти не так, и системы реагирования должны быть в порядке. При этом каждый поход К-3 в эти годы был лотереей. Она была лодкой-первенцем. На ней ставили технологии, которые потом шли в серийные 627А. Все, что у американцев уже отработали на нескольких лодках, у нас обкатывали на одной, на этой. И экипаж это знал. И вот что меня в этой истории больше всего не отпускает. По воспоминаниям офицеров, служивших на К-3 в эти годы, по носовым отсекам, то есть по торпедным, поступали отдельные предупреждения. Не катастрофические сигналы тревоги, а, назовем это, звоночки. Проблемы с гидравлическими разъемами, замечания по герметичности соединений, вопросы по системам пожаротушения в первом отсеке. Я не хочу здесь чрезмерно драматизировать. Источники по этому пункту разные, и часть свидетельств — это уже мемуары 2000-х годов, у которых могут быть свои оптики. Но факт, который трудно оспорить, к 1967 году по носовым отсекам К-3 уже не первый год шла череда мелких сигналов. И никого из верхнего командования это, похоже, всерьез не зацепило. Хотя нет, это уже разговор для следующей главы, и забегаю я вперед. Сейчас о другом. К лету 1967 года К-3 была уже не новенькой. 9 лет в строю, поход на полюс, орденоносный экипаж, ремонт после реактора, обкатанные новые системы, десятки походов, тренировок, выходов на боевую подготовку. Лодка с историей, с заслугами и с предупреждениями, которые в открытом доступе тогда не звучали.
И вот этим летом К-3 снова уходит в море, в Средиземное. А лето 67-го в Средиземке – это самый острый момент после арабо-израильской шестидневной войны, которая закончилась в начале июня. Советский флот резко наращивает там присутствие против американской 6-й эскадры. И К-3 уходит туда не на тренировку, она идет на реальное боевое патрулирование. Несколько недель работы у границ ответственности американских группировок, полный режим тишины, и потом путь домой. И именно в самом конце этого пути, когда от базы ее отделяли уже не недели, а несколько суток хода, в первом отсеке К-3 раздался тот короткий доклад, который никто не закончил. Об этом в следующей главе. Прежде чем войти в ту самую минуту, надо вернуться немного назад. Понять, в каком состоянии лодка и люди подошли к той ночи. Потому что, и это важно, ничего особенного в той ночи до 1:30 не происходило. Лето 67-го. К-3 ушла в Средиземное море. Что она там делала, официально, конечно, не сообщалось. Но потому, что сегодня открыто в источниках, картина примерно такая. Советский флот резко наращивал присутствие в Средиземке в ответ на действия американской 6-й эскадры в дни и сразу после шестидневной арабо-израильской войны, которая шла с 5 по 10 июня. Эта война стала одним из самых острых моментов холодной в Средиземноморском регионе, и на это противостояние Москва отправила не только надводные корабли, но и подводные, в том числе К-3. Конкретные задачи в ее походе – это, видимо, патрулирование и слежение за группировками НАТО. Кто-то из мемуаристов потом писал, что лодка работала в районе ответственности 6-й эскадры американцев. Но в каких именно точках, на какой глубине, в какие даты, сейчас открыто сказать невозможно. Слишком многое до сих пор в закрытых архивах. Я не буду фантазировать. Что нам известно достоверно, лодка пробыла на боевой службе несколько недель. Это полный режим, тишина, глубина, минимум выходов на связь. Все экипажи советских атомных в этом режиме жили в очень сжатом ритме. Вахты по 4 часа, сон в обрез, ограниченное движение по отсекам. И это не героический режим. Это нормальная работа подводника. Просто после нескольких недель такая работа очень сильно изнашивает. В первых числах сентября К-3 уже шла домой. Обратный путь. Через Гибралтар, на север, мимо Британских островов, в Норвежское море. До родной базы, западной Лицы на Кольском полуострове, оставалось несколько суток хода. На борту шла обычная подготовка к приходу. Наводили порядок, пересчитывали имущество, готовились к разбору похода. И вот тут момент, который у каждого, кто ходил в дальний, тут же отзывается. На советском флоте было такое понятие «расслабон на обратке». Это не лень и не ошибка, это психологическое состояние. Когда ты уже несколько недель в режиме сжатой пружины, когда ты несколько недель ждешь дома, и впереди уже не задача, а финиш. Боевая часть похода закончена. Вахта идет, но нерв уходит. Дисциплина формально та же, но внутренний экипаж уже на берегу. И именно вот это состояние, расслабон на обратке, в флотской традиции считается самым опасным. Потому что когда ты в напряжении, ты собран. Когда ты на финише, ты ослабляешь хватку. А техника, особенно опытная техника 9-летней лодки, ничего про твою хватку не знает. Если канал вам близок и если вы хотите дослушать эту историю до конца, подпишитесь. Часть деталей этого похода я собирал по мемуарам Лескова, по воспоминаниям Зайцева, по интервью выживших, по архивным справкам. В одной публикации, в одном источнике этого нигде не лежит. Без таких, как вы, без тех, кто на канале смотрит до конца, такие истории просто не собираются в одно. Теперь ночь. 7 на 8 сентября 1967 года. Норвежское море. К-3 идет на глубине. Над ней темная вода, осенняя Атлантика, дальние пеленги американских патрульных самолетов. Под ней глубины в районе 3000 метров. До дна не достать, и достать — это не вариант для атомной подводной лодки. С 0 часов 8 сентября вахту в центральном посту принял помощник командира, капитан-лейтенант Александр Яковлевич Лесков. Имя, которое в этой истории станет одним из главных голосов потом, когда историю начнут рассказывать вслух. Но сейчас, в полночь 8 сентября, Лесков просто на вахте. Принял доклад, проверил приборы, дальше обычная работа. В штурманской рубке рядом с центральным постом играли в шахматы двое. Командир лодки, капитан 2-го ранга Юрий Федорович Степанов, и штурман Олег Певцов. И вот эта деталь меня каждый раз цепляет. Певцов.
Тот же самый Олег Певцов, что был штурманом К-3 в 1962 году, в том самом походе на Северный полюс. Тот, кто 5 с лишним лет назад докладывал координаты. Географический полюс 90 градусов северный. Сейчас он в ту же штурманскую рубку, на ту же лодку, в ту же ночь пришел играть в шахматы со своим командиром. Это не сценарий, это документально, по мемуарам. В офицерской кают-компании в это же время резались в нарды двое. Командир БЧ-5, то есть электромеханической, и замполит. Оба не спали. Дальний поход выматывает суточные циклы. Кто-то спит днем, кто-то ночью, кто-то вообще урывками. Бессонница в кают-компании на обратке – обычное дело. Нарды – обычный ее спутник. Понимаете картинку? Лодка идет домой, помощник на вахте, командир со штурманом, в шахматах, еще двое офицеров, в нардах. 18-й ходовой час какого-то очередного отрезка пути. 70 с лишним членов экипажа. Кто на постах, кто в каютах, кто на отдыхе. И никакой тревоги, никаких сигналов. По всем приборам норма. По свидетельству Лескова, написанному уже много лет спустя, в ту ночь ничто не предвещало беды. Это его собственная фраза, не моя. И именно в этой обстановке, обычной, рабочей, чуть расслабленной обратке, в 1 час 52 минуты ночи из первого отсека раздался тот резкий вызов по громкоговорящей связи. Тот самый, который никто не закончил. В следующей главе мы вернемся в эту минуту и зайдем в первый отсек. Час 52 минуты ночи. Норвежское море. Первый отсек К-3. Этот отсек на лодках проекта 627 торпедный. То есть основное оружие подводной лодки находится здесь, в самом носу. Я скажу одно число, и оно для понимания всего, что произошло дальше, важнее любого описания. 20 торпед. 20 боевых торпед в одном замкнутом отсеке, и часть из них с ядерными зарядами. Точное число ядерных торпед на борту К-3 в этот поход в открытых документах не приводится, но сам факт их присутствия подтвержден. На советских атомных в 60-е ядерные торпеды были штатным оружием, и в дальние боевые их брали. Запомните этот образ. 20 торпед. Несколько из них атомные. Сверху над лодкой 3000 метров черной воды Норвежского моря, и в этом отсеке пожар. В первом отсеке в ту ночь несли вахту матросы и старшины боевой части торпедного вооружения. Имен я в этой главе называть не буду. Отдельную главу я посвящу полному списку погибших, по фамилиям, по званиям, по тому, что о них известно. Сейчас они для нас просто обезличенные люди на своих местах. Командир отделения торпедистов, старшина команды, матрос-торпедист на вахте. Несколько человек, которые в 1:30 ночи находились в этом отсеке по штатному расписанию. Что произошло по материалам комиссии, расследовавшей катастрофу? Официальная версия выглядит так. Возникла утечка огнеопасной гидравлической жидкости из одной из систем отсека. Жидкость вытекла и воспламенилась. Источник воспламенения, предположительно, лампочка электрического фонаря, на которой отсутствовал штатный защитный колпак. Это формулировка из материалов расследования, в той мере, в которой она потом стала доступной в открытых источниках. Я понимаю, что для тех, кто никогда не был на флоте, это звучит как-то слишком мелко. Фонарь без колпака, маленькая утечка и вдруг катастрофа. Сейчас попробую объяснить, почему именно так. Гидравлика на подводной лодке везде. Это не один контур, не одна система. Это десятки магистралей, проходящих практически через каждый отсек. Гидравлика отвечает за рулевые приводы, за переборочные двери, за торпедные аппараты, за многие системы управления. И, что для нашей истории особенно важно, рабочая жидкость в гидравлических системах на лодках того поколения была не водой и не маслом, а специальной огнеопасной смесью. Она держала давление, не замерзала, не вязла на холоде, но горела она очень хорошо и воспламенялась от слабого источника тепла. То есть для того, чтобы получить пожар, не нужно было поджечь нефтебазу, достаточно было крошечной течи в одном соединении и одной искры. Хоть от фонаря без колпака, хоть от слабого замыкания, хоть от случайного нагрева. И здесь надо сказать про другую версию. В среде моряков-подводников, в неавторитетной литературе, на форумах, в книгах второго ряда ходит еще одна версия, что вместо штатной гидравлической жидкости в систему по ошибке или умышленно, кто говорит ошибкой, кто говорит подменой, залили технический спирт. Спирт горит лучше, чем гидравлика, и вспышка получается мощнее. Я хочу прямо сказать,
В материалах официальной комиссии этой версии нет. В академических разборах катастрофы тоже. Она существует только в курилках, в неавторитетных публикациях и в интернет-обсуждениях. Если вам ее когда-то рассказывали, теперь вы знаете, где она стоит на шкале достоверности. Я ее упоминаю только потому, что иначе вы ее все равно встретите, и пусть лучше встретите вместе с моей оговоркой. За факт ее выдавать нечестно. Так вот, утечка, лампочка без колпака, воспламенение. И в этот момент то, ради чего я и веду эту главу – объемный пожар. На подводной лодке в металлическом замкнутом отсеке в условиях ограниченного объема воздуха это совсем не то, что пожар в комнате. Это вообще другая физика. Сначала, в самые первые секунды, вспышка паров гидравлики над поверхностью утечки. Огонь распространяется не по предметам, а по воздуху. Температура за секунды поднимается до нескольких сотен градусов. Кислород выгорает почти мгновенно. Возникает резкое давление. Продукты горения занимают объема больше, чем исходная жидкость и воздух. Внутри отсека возникает то, что в технической литературе называется термобарическое воздействие. На простом языке отсек становится плохим местом. Никаких описаний я давать не буду. У меня есть правило, и оно простое. Про последствия, не про сцены. В первом отсеке К-3 практически весь личный состав вахты погиб в считанные минуты. Это все, что я скажу про эти секунды. У меня всегда в этом месте всплывает один и тот же образ. Замкнутый отсек. 20 торпед, часть из них атомные, огонь внутри, и над ним 3000 метров глубины Норвежского моря. Этого достаточно. Большего ничего объяснять не нужно. Дальше начинается то, что в материалах расследования звучит сухо, но в реальности было ключевым. Огонь возник в первом отсеке, а самые большие разрушения нанес не первый, а второй. Почему так получилось? Потому что переборочную дверь между первым и вторым отсеками закрыли с опозданием. Несколько десятков секунд, может быть, до минуты. И за это время огонь, точнее раскаленные продукты горения и горящие пары, успели прорваться во второй. И вот это уже было катастрофой. Потому что второй отсек — это жилой, и в нем в тот момент находились люди. По расписанию, по уставу, по факту. И они не ждали, что в их отсек придет огонь из первого. Кто именно опоздал с переборкой, почему, в каком состоянии был тот, кто должен был ее задраить, это до сих пор спорный вопрос. Лесков в мемуарах дает одну версию, Зайцев в воспоминаниях другую. В материалах комиссии еще одна формулировка. Я не буду здесь обвинять конкретного человека. Сухой факт. Переборку закрыли с опозданием, и это решило судьбу второго отсека. Самые большие потери экипажа произошли именно во втором. Не в первом, где начался огонь, а в соседнем, куда он пришел по чужой ошибке или по чужой задержке. Точно мы не знаем. К моменту, когда сигнал о пожаре дошел до центрального поста, до того самого Лескова на вахте, до Степанова со штурманом шахматной партии, до офицеров с нардами в кают-компании, в первых двух отсеках К-3 все уже было решено. И вот тут возникает следующий вопрос, на который у меня ответа до сих пор нет полного. Как эта лодка с выгоревшими носовыми отсеками, с потерянным экипажем боевых частей в 3000 километрах от своего порта, ночью в чужом море вообще смогла выжить и вернуться домой? Об этом в следующей главе. Ответ на этот вопрос в 7 минутах. В тех самых 7 минутах, которые в воспоминаниях помощника командира Александра Яковлевича Лескова отдельно отмечены и пересчитаны. Я попробую пройти по этим минутам, потому что осталось в мемуарах самого Лескова и в воспоминаниях командира БЧ-5 Зайцева. Картинка сложится не киношная, без бега в замедленной съемке и без героических крупных планов, с документальной сухостью, которая в этом сюжете и есть самая страшная часть. Час 52 минуты. Из первого отсека поступает короткий вызов, который обрывается. Помощник на вахте в центральном посту, Лесков, фиксирует обрыв. Через несколько секунд приходит понимание – пожар. Объявляется аварийная тревога. Командир К-3 Юрий Федорович Степанов, который, напомню, был в штурманской рубке за шахматной партией со штурманом Певцовым, выходит в центральный, принимает командование. Решение очевидное – всплывать. И тут момент, который надо объяснить. На атомной подводной лодке, на ходу, на глубине, всплытие занимает время. Особенно аварийное всплытие с продуванием цистерн главного балласта. Это значит, что в специальной емкости подается сжатый воздух, вытесняющий воду, и лодка резко идет вверх. Резко — это все равно секунды. В случае К-3 это были, по разным свидетельствам, неполные 2 минуты.
Но эти 2 минуты лодка идет под водой, в горящем носу, и кислород в первых отсеках уже выжжен. Степанов дает команду на аварийное всплытие. Лодка идет вверх, и в момент, когда она достигает поверхности и всплывает, командир поднимается в рубку. Туда, в верхнюю часть, к рубочному люку, через который сейчас впервые за несколько недель в лодку войдет наружный воздух. И здесь происходит то, что в его судьбе сыграло, наверное, ключевую роль. Когда люк отдраивают, то есть открывают, из-за резкого перепада давления между внутренним объемом лодки и атмосферой, командира бьет о массивную ручку люка. Эта ручка называется кремольера. Сейчас это не важная техническая деталь, важно другое. Удар приходится в голову. Я не буду описывать рану. У меня правило про последствия. Последствия такие. Степанов получает травму головы, спускается обратно в центральный пост в крови и какое-то время продолжает командовать. По разным мемуарам, от нескольких минут до 10. После этого он теряет сознание. Продукты горения из первого и второго отсеков, угарный газ, поступают в центральный пост через систему вентиляции, через переборки, через мельчайшие щели. Воздух в центральном уже не пригоден для нормального дыхания. Командир без сознания. Лодка только что всплыла, свежий воздух наружу пока ограничен, открыт только верхний люк, и через него не сразу можно провентилировать целый отсек. И в этот момент командование на себе принимает помощник. Александр Яковлевич Лесков, капитан-лейтенант. Тот самый, что заступал на вахту в полночь. Он берет командование. И вот теперь те самые 7 минут. По собственным воспоминаниям Лескова, опубликованным уже многими десятилетиями позже, он командовал лодкой ровно 7 минут, после чего тоже задохнулся угарным газом и потерял сознание. 7 минут — это очень короткий период, но в этих 7 минутах помещаются все ключевые решения. Связь, нащупать с базой, аварийные действия по герметизации второго отсека, поиск тех, кто еще в строю, распределение людей по сохранившим работоспособность постам и, главное, попытка вентилировать центральный пост, чтобы спасти тех, кто там еще был жив. И тут я должен назвать еще одно имя, без которого вся эта история закончилась бы совсем по-другому. Боцман, Мичман М. и Луня. Боцман на лодке — это упрощенно специалист по системам общесудового обеспечения, по управлению горизонтальными рулями, по продуванию и заполнению цистерн, по многому, что обеспечивает само физическое поведение лодки в воде. И когда командир без сознания, когда помощник вот-вот потеряет сознание тоже, когда центральный пост наполнен угарным газом, именно боцман сумел заставить лодку всплыть полностью, открыть необходимые клапаны, провентилировать центральный отсек, дать в него свежий воздух. Источники по поводу того, что именно делал Луня, как именно он распределял команды, чем он лично сумел вытянуть ситуацию, расходятся в деталях. Но в одном они сходятся. Без него люди в третьем отсеке, то есть в командном, погибли бы тоже. А вместе с ними лодка как боевая единица. Потому что без живого командного состава центрального поста атомная подводная лодка не идет никуда. Реактор может работать, винт может крутиться, но никто не управляет. Луня — это человек, благодаря которому лодка осталась лодкой. Через выносливость одного боцмана спаслись десятки. И вот еще. Меня в этой истории очень трогает то, как редко это имя звучит. Степанов и Лесков. Да, о них пишут. Они оставили мемуары, давали интервью. А Луня — это имя, которое я в открытом архиве искал долго и нашел с трудом. Мичман, боцман. Без него ничего бы не получилось, и в звездные часы К3 он не попал. Эту несправедливость мы хотя бы здесь немного компенсируем. Дальше лодка идет домой, своим ходом, в надводном положении, с работающим реактором. То есть энергоустановка не пострадала, она в кормовых отсеках, до нее огонь не дошел. С восстановленной связью, с теми, кто остался в строю. А остался не весь экипаж, и нагрузка на каждого выжившего была чудовищной. От Норвежского моря до базы в Западной Лице на Кольском полуострове это грубо не менее 3 суток хода, 3 дня надводным ходом. В осеннем Норвежском море, в чужой зоне, с ранеными на борту и с погибшими в первых 2 отсеках, которых вынести и оказать им последние почести в условиях боевого похода в чужом море невозможно. Они остаются в отсеках, до прихода в базу. И тут я хочу, чтобы вы услышали одну вещь. По морскому канону, потому как вообще в мировой практике принято считать живучесть подводных лодок, лодка, в которой выгорели первые 2 отсека и потерян экипаж носовой части, не возвращается. По всем нормативам, по всем расчетам, по всем учебникам. Это вернулось.
И до сих пор у тех, кто разбирается в подводном флоте, у тех, кто понимает, что значит атомная подводная лодка с двумя выгоревшими отсеками в чужом море ночью без помощи, этот факт вызывает не пафос, а очень тихое и очень глубокое уважение. Я не хочу здесь скатываться в героический подвиг. Это другое. Это исключительный профессионализм экипажа в условиях, которым их никто не учил. Учебников по такой ситуации не было, тренажеров не было. Был один экипаж и одна лодка, и они принимали решения по ходу. И в большинстве своем принимали правильные. Лодка возвращается в Западную Литцу. На пирсе ее ждут. И вот тут начинается совсем другая часть истории. То, что произошло с теми, кто выжил, с семьями тех, кто не выжил, с самой лодкой и с тем, что от нее дальше будет требовать государство, эту часть мы разберем дальше. Но прежде, в следующей главе, я хочу назвать тех, кто из первых двух отсеков не вышел. По именам. Все 39. Это, мне кажется, единственное, что мы как зрители и как живые люди можем сейчас сделать для них спустя полвека. Версию событий, которую я собрал в этой главе, я собирал по мемуарам Лескова, по воспоминаниям Зайцева, по архивным справкам, по биографическим заметкам, по интервью в нулевых годах. Материала такого уровня в одном источнике в открытом доступе нет. Он рассыпан по разным книжкам, разным сайтам, разным мемуарным сборникам. Подпишитесь, чтобы такие истории не исчезали. Без вас этот канал ничего не значит. Серьезно. 39. Немного, не большая трагедия, не статистика. 39 конкретных людей, у каждого из которых было имя, лицо, биография, кто-то его ждал. По штатному расписанию К3 того похода в первых двух отсеках находилось больше людей, чем 39. Часть была вне отсеков в момент пожара, на постах в других местах лодки, на отдыхе, на вахте. И именно это распределение по постам в ночные часы в большой степени определило, кто остался жив, а кто нет. В отсеках, где прошел огонь, в эти минуты находились 39 человек. Все они погибли. Все в первой и во второй части лодки. Часть практически мгновенно, в самые первые секунды объемной вспышки. Часть от продуктов горения и угарного газа в течение последующих минут. Я хочу назвать имена. Не все 39, это будет длинно, и сейчас не дикторский некролог, а попытка по нескольким людям дать представление обо всех. Полный список погибших есть в книге памяти, и я в описании укажу источник. Сейчас несколько имен, которые я хочу, чтобы вы услышали вслух. Капитан второго ранга Сергей Федорович Горшков, старший по званию из погибших офицеров. Капитан третьего ранга Лев Федорович Каморкин. Капитан-лейтенант Геннадий Ганин. Капитан-лейтенант Валентин Николаевич Смирнов. Лейтенант Александр Иванович Петриченко. Лейтенант Виктор Гурин. И об этом имени я попрошу пару минут отдельно. Главный старшина Владимир Яковлевич Михнин. Старшина второй статьи Геннадий Иванович Кисловский. Матрос Александр Степанович Осипчук. Это 9 имен из 39. Остальные в книге памяти, и каждый из них тоже имеет лицо и судьбу. Я просто не могу в этой главе уйти в дикторский протокол. 40 минут перечисления – это уже не воспоминание, это документ. Документ нужен, и он есть, но в кадре, в живой речи, я остановлюсь на нескольких. Виктор Гурин, лейтенант. Один из самых молодых офицеров К3 в том походе. Потому что мне удалось собрать в открытых источниках, для него этот поход в Средиземное море был первым дальним, первой настоящей боевой службой. Раньше только подготовка, учеба, тренировочные выходы. И вот первое дальнее. Лето в Средиземке, обратный путь, осенняя Атлантика. До дома, по сути, оставалось несколько суток. Я хочу здесь честно сказать, о большинстве из этих 39 в открытом доступе сохранилось очень мало. Звание, фамилия, иногда место рождения, иногда год призыва. Биографий, мемуаров, воспоминаний родных в массовом доступе нет. Это и есть одно из главных следствий того засекречивания, о котором мы будем говорить дальше. Лица людей, погибших в ту ночь, остались по большей части в семейных альбомах, и нигде больше. Это и про Гурина в том числе. Я не знаю, кто его ждал на берегу. Не знаю, какие он писал письма из похода и сохранились ли они. Не знаю, какие были его последние дни в Средиземке. Этого нет в открытых архивах. Знаю только звание, имя. И то, что для него это был первый и последний дальний поход. Свидетельские слои этой ночи. Если разобрать ситуацию по отсекам,
Картина, по позднейшим воспоминаниям выживших и по материалам комиссии, выглядит примерно так. В первом отсеке вахта боевой части торпедного вооружения погибла практически мгновенно. Объемная вспышка, температура несколько сот градусов, продукты горения, кислород выгорает за секунды, и в этом отсеке шансов уйти у них не было. Во втором отсеке другая история. И здесь надо сказать вещь, которая в воспоминаниях звучит особенно тяжело. Командир второго отсека до конца удерживал переборку. То есть, когда огонь уже прорвался во второй и стало понятно, что в этом отсеке тоже все, он не дал ему пройти дальше, в третий, в командный пост. Он удержал переборку, и это решение сохранило жизнь тем, кто был в третьем. Часть личного состава во втором отсеке погибла именно от угарного газа. То есть не от первой вспышки, а от продуктов горения, которые накопились в отсеке, пока удерживалась переборка. Это люди, которые понимали, что они не выйдут, и они работали столько, сколько у них было сил. У меня сейчас не получается говорить об этом отвлеченно. По нашему правилу мы не описываем сцен, не описываем тел, не описываем последних мгновений. И это правильно, потому что любое описание здесь шло бы на грани спекуляции. Я скажу проще. 39 человек погибли в первых двух отсеках К-3 в ночь на 8 сентября 1967 года. Все они на своих местах, по штатному расписанию, при исполнении обязанностей. Их хоронили в братской могиле в губе Западное Лица. Это и есть та самая база на Кольском, главная база советских атомных подводных лодок. На памятнике сделали скромную надпись, не имена, просто фразу «Подводникам, погибшим в океане 8 сентября 1967 года». Без фамилий, без званий, без указания лодки. На 47 лет, без фамилий. Я хочу, чтобы эта цифра сейчас прозвучала еще раз. 47. Указ президента Российской Федерации номер 597, подписанный 1 сентября 2014 года, посмертно наградил всех 39 подводников орденами мужества. Все 39. По именам. После 47 лет молчания. Это была первая официальная государственная реакция на то, что произошло в Норвежском море. Через две жизни, через смену двух политических эпох, через распад СССР, через 90-е, через нулевые, в 2014-м государство наконец сделало то, что должно было сделать в 67-м. И вот тут есть очень горький момент. 47 лет — это поколение. Это значит, что многие вдовы и многие дети тех, кто погиб в ту ночь, этого ордена уже не увидели. Они ушли, не дождавшись. Государство опоздало настолько, что часть адресатов своего признания просто не застала. И вот теперь, после того, как мы прошли через эти имена, после того, как услышали 39 не как число, а как очередь лиц, остается последний вопрос этой части истории. Что было дальше? Что было с лодкой? Со Степановым? С Лесковым? С теми семьями, которые встречали поход в Западное Лице? С тем государством, которое только через 47 лет назвало имена? Об этом дальше. Лодка шла домой несколько суток. Норвежское море, поздняя осенняя ночь сменилась рассветом, потом днем, потом снова ночью. К-3 в надводном положении, в окружении дальних пеленгов натовских патрульных самолетов, по узкому маршруту в чужой зоне ответственности. По радиосвязи минимум, по необходимости, по защищенным каналам. На борту раненый командир, помощник, пришедший в себя, но без полного восстановления. Те из экипажа, кто остался в строю, а нагрузка на этих людей была колоссальная. Им нужно было вести лодку, держать вахту, обеспечивать работу реактора, поддерживать живучесть и одновременно справляться с тем, что в первых двух отсеках теперь тишина. Тишина, в которой остаются их товарищи. Это, кстати, отдельный психологический момент, о котором в открытых источниках почти не пишут. Возвращение после катастрофы – это не сразу горе и не сразу осознание. Это работа. У тебя 3 дня хода, и за эти 3 дня ты, по сути, не имеешь права остановиться. Если остановишься внутренне, не доведешь лодку. Поэтому все, что нужно пережить, ты откладываешь на берег. Лодка приходит в Западную Лицу. Это та самая база на Кольском полуострове, губа на берегу Баренцева моря, главная база советских атомных подводных лодок. Закрытый город, военный объект. С пирса вид на серые сопки, на воду, настоящие у причалов лодки. И на пирсе люди. И вот здесь начинается часть, которую я в этой истории больше всего не могу спокойно проговаривать.
Потому что на советском флоте в 1967 году единого протокола информирования семей о гибели подводников просто не существовало. Не было инструкции, кому, когда, в каком виде сообщать. Каждый раз решали по обстановке, по типу похода, по уровню секретности, по темпу, с которым готова была работать соответствующая служба. Кого-то из родственников погибших успели предупредить заранее. Связались. То ли по телефону через военную часть, то ли через жен старших офицеров, то ли через комитет жен в гарнизоне. Эту работу обычно вели женщины, и работали они полуофициально, по доброй воле. Кому-то сообщили в день прихода, кому-то уже после, спустя дни, а кто-то стоял на пирсе и встречал поход с цветами. Не зная, что муж не сходит с трапа, что трап он уже не спустится никогда. Я не буду называть конкретных имен жен. У меня правило по второстепенным людям, и оно строгое. Без необходимости имена не звучат. Скажу обезличенно. По воспоминаниям, которые потом, в нулевые и десятые, начали понемногу выходить в открытые публикации, в женских воспоминаниях есть один повторяющийся сюжет. Жена погибшего офицера узнала о смерти мужа не от военных, не от штаба, не из официального сообщения, а от соседки по дому в гарнизоне. По обрывку слуха, что лодка пришла, а кто-то с нее не сошел. Эта картинка повторяется в разных воспоминаниях разных вдов по разным катастрофам советского подводного флота. Не только К-3. И к 67-му, и к 70-м, и к 80-м. Это была норма. Соседка узнала первой, жена второй, государство третьим. Почему так? Я попробую сказать, насколько это можно объяснить рационально. Лодка была секретной, поход был секретным. Маршрут в Средиземке, задачи, район ответственности американцев – все под грифом. Сама катастрофа была секретной, и в этой секретной цепочке решений, что говорить миру и кого ставить в известность в первую очередь, семьи стояли в самом конце очереди. Сначала командование Северного флота, потом Москва, потом Министерство обороны, потом ЦК. Потом нужно было определить, что говорить за рубежом, потому что у американцев свои разведданные, и они тоже что-то могли зафиксировать. И только потом, по остаточному принципу, семьи. Это не оправдание, это констатация. Семьи в этой логике не были самостоятельным субъектом, которому государство обязано донести правду. Они были побочной коммуникацией. А что было с теми, кто выжил? Командир Юрий Федорович Степанов после возвращения с раной, после восстановления в госпитале, был списан на берег. Это важно проговорить точно. Не уволен, не разжалован, не приговорен. Формального обвинения по факту катастрофы К-3 не было предъявлено. Степанова просто сняли с должности командира лодки по состоянию здоровья, по решению командования, по тому набору причин, который в военно-морской системе документируется одним общим решением о списании. Это и есть его судьба. Не приговор, не вина. Просто больше никогда командиром атомохода он не стал. Новым командиром К-3 стал Анатолий Жуков. Лодка прошла ремонт и осталась в строю. О ее службе после 67-го мы поговорим в одной из следующих глав, потому что это отдельный сюжет, как лодка после такой катастрофы еще 20 лет ходила в море. И вот тут у меня в источниках есть один момент, который я хочу проговорить честно. По поводу дальнейшей жизни Степанова. По одним публикациям он прожил после катастрофы еще долгие годы. По другим, здоровье после удара головой о кремольеру и угарного отравления было подорвано окончательно, и оставшиеся годы он провел инвалидом. Точной хроники в открытых источниках я не нашел. Если кто-то из вас знает деталь биографии Степанова после 67-го, напишите в комментариях. Это та точка истории, в которой мне самому хочется услышать живой источник. Лесков выжил, восстановился, продолжил служить. Прошел потом долгий путь на подводном флоте. И именно он стал тем человеком, который через десятилетия рассказал эту историю вслух. Зайцев, командир БЧ-5, тоже выжил и оставил мемуары. Они и стали основными свидетелями. Семьи погибших получили официальные извещения о смерти. С формулировками на советском флоте в таких случаях писали по-разному, и каждая формулировка значила свое. Иногда погиб при исполнении служебных обязанностей. Иногда погиб в океане. Иногда почти ничего, кроме факта смерти. Но никогда без указания, что именно произошло. А вот это «что именно произошло» государство не сообщало семьям 47 лет.
И в следующей главе мы попробуем разобраться, почему. Я попробую сейчас сделать то, что мне самому в этой истории кажется самым сложным. Не назвать систему словом «бесчеловечное», не воскликнуть «как они могли», а просто показать механику тишины, как именно государство 47 лет держало эту историю в архиве, шаг за шагом, без эмоциональных лозунгов, потому что эмоций здесь и так достаточно. Первый слой – открытая советская пресса. Газеты, журналы, кинохроника, школьные учебники, военная литература. Если вы возьмете любой советский источник с 67 по конец 80-х и попробуете найти в нем упоминание о пожаре на К3, вы ничего не найдете. Ни в 67-м, ни в 77-м, ни в 87-м, ни в год десятилетия катастрофы, ни в год двадцатилетия. Тишина полная и системная. При этом, обратите внимание, сам поход на Северный полюс 1962 года в этих же источниках упоминается все время. Лодка-герой. Лодка, открывшая советский атомный флот. Снимки на льду. Имена Жильцова, Петелина, Тимофеева, золотые звезды. А пожар 67-го — нет. Тот же корабль, тот же экипаж, но только парадная часть. Первые публикации о пожаре в открытом доступе появились в самом начале 90-х. И сначала это были не книги, не монографии, не документальные исследования. Это были газетные колонки. Очерки в журналах, воспоминания отдельных моряков, прорвавшиеся в массовую печать на волне рассекречивания. Уже после того, как страны, в которые эту катастрофу засекречивали, не стало. Второй слой – семьи. Что им сказали? Семьи погибших получали официальные извещения о смерти и свидетельства. В большинстве случаев с формулировкой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Эта формулировка стандартная, ничего конкретного она не сообщает. Она давала право на льготы, на пенсию по утрате кормильца, на льготы в очередях, на сохранение жилья в гарнизоне. То есть в материальном плане государство свои обязательства выполняло, и в этой части семьи стояли в правовом поле. Но в извещениях не было сказано, что человек погиб в пожаре в боевом походе на первой советской атомной подводной лодке. Не было сказано, что катастрофа произошла в Норвежском море. Не было сказано, что одновременно с ним погибли 38 других. Семьи знали только одно – муж, сын, отец не вернулся при исполнении. Это давало льготы, но не давало правды. И вот здесь, мне кажется, самый горький слой всей этой истории. Потому что государство в этой логике как бы говорило семье: вот тебе деньги, вот тебе квартира, дальше живи. А подробностей мы тебе не сообщим, и тебе их знать не положено. Это и есть та самая коммуникация по остаточному принципу, о которой я говорил. Третий слой. Тот, к которому я отношусь, наверное, с самым тяжелым чувством. Памятник. В губе Западное Лица, в братской могиле, где похоронены подводники К3, поставили скромный памятник. На нем была сделана надпись: «Подводникам, погибшим в океане 8 сентября 1967 года». Маленький якорь. Без фамилий, без перечня имен, без указания, какая лодка, без слова «пожар», без слова «героически». Просто факт смерти и дата. И этот памятник так стоял 47 лет. 47 лет имена тех 39 лежали в архивах. Ни на камне, ни в открытых публикациях, ни в школьных учебниках, в архивах, с грифами. Если канал вам близок, подпишитесь. Я не прошу за каждую главу, я прошу за такие истории. Эти имена 47 лет лежали в архивах, без камня, без озвучивания, без признания. И когда канал снова и снова достает их в кадр, это и есть то, что мы как зрители и как люди можем сделать. Без таких каналов про них уже бы забыли. Четвертый слой. Те, кто знал. Свидетели. Выжившие моряки К3 после возвращения в Западную Лицу проходили стандартную процедуру. Подписка о неразглашении. Это не было какой-то особенной мерой. Это общий порядок для участников секретных боевых служб. Но в случае К3 к подписке прибавлялось еще одно. Конкретно про пожар, конкретно про обстоятельства гибели товарищей, молчать. И они молчали. По разным причинам. Кто-то потому, что подписал, а в советское время к таким подпискам относились всерьез. Кто-то потому, что говорить об этом не получалось эмоционально. Кто-то считал, что если государство решило молчать, не его дело государство поправлять. Те из них, кто потом, в нулевых и десятых годах, все-таки начал писать мемуары, делали это уже зрелыми, пожилыми людьми, спустя десятилетия. Лесков – один из главных голосов.
Зайцев, командир БЧ-5, другой. Между ними самими, при том, что они оба свидетели одной и той же ночи, в деталях есть расхождения, и эти расхождения сами по себе отдельный сюжет. Вопрос о переборке между первым и вторым отсеками, кто и как ее закрывал, когда, в каком состоянии, у Лескова в воспоминаниях звучит одним образом, у Зайцева – другим. В материалах комиссии расследования – третий вариант. Полностью свести эти три варианта в единую картину не получилось до сих пор. Это не значит, что кто-то врет. Это значит, что катастрофа в первые минуты – это слишком плотное событие, в котором каждый из выживших видел свой фрагмент. Версию, которую Лесков лично в интервью и мемуарах выдвигает, я хочу проговорить аккуратно. Он считает, и об этом писал и говорил публично, что на лодке еще в походе было известно о проблемах с гидравликой, что сигналы поступали, и что эти сигналы игнорировались. Это его свидетельство как участника событий. Это голос человека, который был на вахте в центральном посту в момент первого вызова. Но я обязан проговорить, это одна из версий. В материалах официальной комиссии этого нет. В академических разборах катастрофы прямого подтверждения этому нет. Это голос Лескова. Сильный, важный, заслуживающий, чтобы его услышали. Но это его голос, не приговор системе. И пятый слой – архивы. Сами материалы расследования пожара на К-3 долгое время оставались в закрытом доступе. Часть фрагментов, отдельные документы, выдержки, акты комиссии попадали в академические работы только в 2000-х, и до сих пор многое в этом досье недоступно. Если вы хотите написать развернутую монографию о катастрофе 8 сентября 1967-го, вы упретесь в то, что значительная часть материалов остается под грифом. И вот теперь то, чем я хочу закрыть эту главу. 47 лет – это очень тяжелая цифра. Это поколение. Это значит, что у тех, кто погиб в ту ночь, выросли дети. Эти дети сами стали взрослыми, сами завели детей, сами состарились. Многие из вдов погибших офицеров за эти 47 лет успели сами уйти. Многие отцы и матери, тем более. Орден Мужества, подписанный указом 1 сентября 2014 года, многие из них уже не получили. Государство опоздало настолько, что часть тех, к кому оно обращалось своим признанием, до этого признания не дожило. И с этой точки, естественно, встает следующий вопрос. Что из этой истории осталось до сих пор без ответа? Что из нее не закрыли даже после рассекречивания? Об этом в следующей главе. Я выписал для себя те вопросы, которые после всей этой истории остаются у меня без ответа. У меня их получилось 5. Возможно, у вас, когда вы дойдете до конца этой главы, появится 6-й или 7-й. Это нормально. У каждого по такой истории свой список вопросов, и я не могу ответить за всех. Главное, что я хочу проговорить с самого начала. Мы не следствие. Мы не государственная комиссия. Мы не имеем доступа к закрытым архивам. У нас нет права допрашивать выживших или вытаскивать документы из спецхранов. Мы – те, кто пытается эти вопросы хотя бы поставить вслух, чтобы они звучали, чтобы они не растворились в той тишине, которая в 67-м легла на эту катастрофу. Первый вопрос. Переборка между первым и вторым отсеками. Тот самый замок, который закрыли с опозданием. Несколько десятков секунд, может быть до минуты, и из-за которого огонь успел перейти из первого во второй, и из-за которого катастрофа стала катастрофой. Что именно произошло? Команда не дошла до того, кто должен был ее задраить. Дошла, но человек не успел добежать до маховика, был ранен и физически не смог. Был оглушен первой вспышкой, был на другом посту в момент команды. Версии в разных мемуарах звучат разные. У Лескова одна, у Зайцева другая, в материалах комиссии третья. Полностью свести их в один сюжет до сих пор не получилось. Эта секунда между «закрыли вовремя» и «закрыли поздно» – самая важная секунда всей истории. И мы ее не знаем точно. Второй вопрос. Была ли на К-3 зафиксирована тревога по гидравлике до похода? Лесков утверждает, что была. Что сигналы поступали, что они игнорировались, что на верхнем уровне знали о проблемах с гидравлическими системами в носовых отсеках и что должных мер не принимали. Это его свидетельство, и оно весомое. Он был на лодке в этот поход, на вахте, в центральном посту. Но это его свидетельство. В официальных документах расследования прямого подтверждения этим словам я не нашел. Возможно, эти документы где-то есть, но в открытом доступе их нет. Возможно, такие сигналы были, и они были зафиксированы в журналах боевой подготовки, в актах освидетельствования, в служебных записках,
а потом эти записки просто не попали в открытые материалы. А возможно, Лесков, как любой мемуарист, спустя десятилетия реконструирует прошлое уже с тем знанием, что случилось потом. И эта реконструкция честная в его субъективной памяти, но не подкрепленная внешним документом. Я не знаю ответа, и никто из открытых исследователей пока не знает. Третий. Миф о спирте. Версия о том, что в гидравлическую систему по ошибке или умышленно был залит технический спирт вместо штатной жидкости. Я о ней говорил уже в одной из глав, но повторю еще раз, потому что вы ее обязательно где-то встретите. В авторитетных источниках этой версии нет, в материалах официальной комиссии ее нет, в академических работах по катастрофе ее нет. Она существует в курилках, в неавторитетной литературе, в книгах второго ряда, в обсуждениях на форумах. Если вы ее встречали или встретите, теперь вы знаете, где она стоит на шкале достоверности. Я не говорю, что она однозначно ложь. Я говорю, что для того, чтобы ее признать версией, нужны документы, а документов нет. Четвертый вопрос. И вот этот мне самому может быть интереснее всего. Почему 47 лет? Смотрите, распад СССР — это 91-й. Грифы секретности со многих советских катастроф снимали в начале 90-х, постепенно. Первые публикации о пожаре на К-3 тоже относятся к этому времени. А указ о посмертном награждении 39 орденами мужества подписан только 1 сентября 2014 года. Что произошло именно в эту дату? Почему не в 2007, не в 2010, не в 2012? Кто инициировал этот указ? Родственники? Ветеранские организации? Кто-то из бывших командиров флота? Лично кто-то из руководства страны? В открытых источниках ответа я не нашел. История появления этого указа – отдельный сюжет, и она тоже пока не написана. Если кто-то из вас знает обстоятельства подготовки указа номер 597, напишите в комментариях. Это не праздный вопрос. От ответа на него зависит наше понимание того, как именно государство возвращается к замолчанным катастрофам. И пятый. Личные дела отдельных офицеров К-3 того похода. Часть из них, и погибших, и выживших, до сих пор не открыта для публикации. Это не значит, что в них спрятана какая-то страшная тайна. Это значит, что по советской и российской традиции личные дела военнослужащих хранятся в закрытом доступе. Для родственников – частично, для исследователей – практически нет. Поэтому, когда я в одной из прошлых глав честно говорил, что биографии большинства из 39 в открытом доступе не сохранились, это не моя лень. Это закрытые личные дела. И пока они закрыты, биографии этих людей мы, как зрители, написать не сможем. Это 5 вопросов, на которые у меня нет ответа. Возможно, ответы есть. Возможно, они есть в архивах Северного флота, в архивах Министерства обороны, в личных бумагах участников событий. Возможно, кто-то из вас, кто служил рядом с этими людьми или знает их по семейным историям, сможет что-то добавить. Я ничего больше в этой главе не скажу. Я хочу, чтобы эти 5 вопросов просто прозвучали. Без выводов, без обличений, без «и так мы пришли к тому-то». И вот когда они прозвучали, остается последнее – сама лодка, та самая К-3. Что с ней стало после того, как в 67-м она вернулась в Западную Лицу с 2 выгоревшими отсеками и еще 20 годами службы впереди? Где она сейчас? Можно ли ее увидеть? Можно ли войти в тот самый первый отсек? Об этом в финальной главе. Можно. Сегодня можно. И это может быть самая тихая и самая странная часть всей этой истории. После 67-го К-3 не списали. Лодку отремонтировали и оставили в боевом составе Северного флота. Та же самая лодка, в первых 2 отсеках которой выгорел экипаж, следующие 20 лет ходила в море. Еще боевые службы, еще походы, еще экипажи, уже новые. Я смотрю на эти годы как на отдельную странную главу, которую отдельно не разберешь. Но факт в том, что К-3 после катастрофы продолжила работать до 1987 года. В 1987-м ее вывели из боевого состава. И дальше начинается еще одна история, которую я для себя называю «лодка-сирота». Около 30 лет К-3 стояла, ожидая решения. Несколько раз ее собирались утилизировать, несколько раз на самом краю. Военные моряки, ветеранские организации, конструкторы из малахита, историки флота – все эти годы боролись против разрезания. Аргумент был один и тот же.
Это первая советская атомная подводная лодка. Ее нельзя пустить под нож. В 2020 году началась работа по ее сохранению как музея. Тот самый «Малахит», который проектировал К-3 65 лет назад, разрабатывал теперь проект ее музеификации. Это совпадение красивое. Одни и те же чертежи КБ возвращаются к одной и той же лодке через 2 поколения инженеров. В 2022-м К-3 привезли в Кронштадт. Сначала по морю, из Снежногорска, потом по земле, через специально оборудованную трассу наземным ходом, в сопровождении сотен зрителей вдоль маршрута. И в августе того же года ее завели в здание Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластере «Остров Фортов». Сегодня туда можно зайти, можно подняться на лодку, можно пройти по отсекам, можно стоять в третьем, в командном, том самом, где Лесков терял сознание после своих 7 минут. Можно дойти и до второго, там, где командир отсека до конца удерживал переборку. И можно зайти в первый, тот самый. Я никогда не был в Кронштадте в этом музее. Возможно, в каком-то ближайшем году доберусь. И я уверен, что когда я туда зайду, у меня будет момент полной тишины. Потому что зайти в первый отсек К-3 сегодня означает встать в том же месте, где в 1 час 52 минуты ночи 8 сентября 1967 года все началось. Лодка, которая открыла советский атомный флот. Лодка, экипаж которой 5 с лишним лет до пожара принимал золотые звезды героев Советского Союза из рук Хрущева на пирсе в Гремихе. Лодка, которая потом 30 лет провела на грани утилизации. Сегодня она стоит в Кронштадте. Пустая. По ее отсекам ходят дети. В первом отсеке тишина. И в этой тишине нет ни одной из 39 фамилий. Они на памятнике в Западной Лице, на другом конце страны. И вот вопрос, с которым я хочу закрыть это видео. Не к флотским специалистам, не к историкам. К вам, к тем, кто помнит 70-е и 80-е. В то время по гарнизонам, по флотским семьям, по советским кухням ходили обрывочные слухи, что с какой-то атомной что-то случилось в Норвежском море, что у Кольского погиб экипаж. Имени лодки никто не называл, точной даты никто не знал. У меня в семье такое тоже шептали. Никто толком не понимал, о чем речь, но шептали. Если у вас в семье говорили, напишите в комментариях. Иногда такие обрывочные памяти — это тихая правда между своими, и есть единственное, что вообще из этой истории дошло до людей в те годы. Государство молчало, соседи знали. И эта тонкая ниточка от соседки к соседке, от жены к жене, от моряка-отставника к моряку-отставнику спасала память тогда, когда официальные источники ее прятали. Такие истории не показывает алгоритм. Совсем. Их не рекомендуют в популярном, их не подсовывают в трендах, на них не заходят случайные зрители. Они доходят только до тех, кто специально ищет. До вас. Подпишитесь на канал, чтобы они не исчезали вместе с теми, кто их помнит. Это очень важно. Серьезно, без вас этих имен скоро не будет звучать вообще. Спасибо, что прошли со мной всю эту историю до конца.